Всем привет! Я только что приехал из Кандалакши, где есть настоящий снег, настоящая зима, пухляк. Оттестировал свой снегоход после ремонта и тюнинга. Прям вообще огонь, я прям счастлив, он едет. Сейчас расскажем все-таки, какой в итоге тюнинг мы сделали и сколько нам это стоило. Коленвал. Появился радиальный люфт в шатунах. Как выяснилось после разборки, в оси нижней шейки шатуна появилась выработка, там примерно миллиметр. То есть песок сточил здесь. Вот они, старые шатуны. И следы от коррозии, пальцы игольчатого подшипника подоржавели. Шатуны-то я купил, а ось с шатуном не продается, как обычно бывает в шатунной сборке. Поэтому пришлось отдать на завод, там мне высверлили эти оси и изготовили новые пальцы, которые вон там зафиксированы сваркой. Вот, и, соответственно, запрессовали новые шатуны. Также установил все новые подшипники. И этот подшипник, и этот, и этот. И эти два, они все новые, все оригинальные подшипники. Вот, плюс еще полирнули поверхность, рабочую поверхность на коленвале под сальник. Потому что была тут какая-то ступенька небольшая. Вот здесь то же самое. Перед сборкой картера хочу прокачать масляный насос. Во-первых, выкачать из него старое масло, потому что, возможно, там есть какие-то включения воды, капельки маленькие, которые могут замерзнуть. Бензином я уже на самом деле промыл. И даже у меня уже с 3 каналов пошло уже масло. Осталось только в 4-й канал, чтобы оно поступило. Ну все, видно, что уже без пузырьков воздуха масло поступает во все 4 канала. После того, как я промыл бензином систему, я еще поменял топливный, вот этот фильтр. Ну, в принципе, как и топливный тоже ставится. Здесь он как масляный фильтр. Теперь нужно помыть картеры перед сборкой и еще прокапать новые подшипнички маслом, потому что они абсолютно новые, сухие. Такой вот впускной коллектор у меня. В нем есть следы естественного износа, старения. Вот, трещинки. Поэтому решил пока поставить новые. Это уже новые. Устанавливаем лепестковые клапаны. Смазываем шатун, подшипник, палец. Смазываем свой палец, а затем смазываем поршневой палец. Красота, красота. Перегильзовывать цилиндры в итоге не стал, просто ханинганули, сняли дополнительно 3 сотки. Вот, с учетом установки закиси, это как раз дополнительно на тепловое расширение.
Устанавливаем форсунки. Ставим крепление двигателя. Можно приступить к установке двигателя. Был тросиковый привод масляного насоса. Теперь сделал через тягу. Она на защелочках у нас. Она легко снимается. И также легко одевается. Замечательно выходит. Плюс я подрасслабил пружину. Подрасслабил, во-первых, пружину на масляном насосе. Подрасслабил вот здесь пружину на полвитка. И здесь на полвитка. Для того, чтобы сделать легче курок газа. Что он здесь довольно тугой. Вот сейчас как будто электронный. терять время. Мы сегодня нарушаем правила мира. Мы сегодня ломаем систему. Для удобства управления снегоходом мы прорезали в родных подножках вот такие вот прямоугольные дыры, чтобы поставить туда вот такие суперские подножки. Вот такие суперские подножки. Вообще ничего не весит. Прям вообще. Прям 100 грамм из алюминиевой трубы. Полностью заменить подножки на этом снегоходе нельзя, потому что
По ним идет антифриз на радиатор охлаждения. И будут у нас вот такие вот подножки. Wait, come on, everybody. Для закрепления подножки я использую стальные клепки со стальным стержнем, потому что алюминиевые достаточно быстро расшатываются, вот, а остальные нет. Я заправил баллон закисью азота. Ты что, с ума сошел? Так это волнительно на самом деле. Рядом со мной стоит баллон, в котором давление 50-70 атмосфер, ну, там зависит от температуры. Стоимость заправки баллона получилась 4800. Ехал и что-то подумал, уберу-ка я баллон в багажник. Красавец мой. Нос. Итак, комплект. Что у нас в нем есть? У нас в нем, собственно, сам баллон, уже заправленный. Шланг высокого давления длиной 2,5 метра. Фоггер, ну, по-простому форсунка, которая соединяет закись азота с топливом. Также два шланга высокого давления на топливо и на закись азота. Топливный соленоид на закись азота, реле, которое будет все это включать. Небольшой тут комплект фишечек, электроники, грубо говоря, микропереключатель на дроссельную заслонку, для того чтобы включалась закись азота только при полностью открытом дросселе. Вот. Дополнительная кнопка включения вообще всей этой системы, для того чтобы закись азота не включалась тогда, когда мне этого не хочется. Чуть не забыл, еще дополнительный бачок для топлива высокооктанового. Здесь стоит насос низкого давления, который будет подавать топливо к соленоиду топливному. С учетом того, что я хочу выжать дополнительно 60 лошадиных сил с этого мотора, и с учетом давления, которое у меня в баллоне, и давление, которое создает этот насос низкого давления топлива, я заказал уже жиклеры вот сюда еще этот фоггер или форсунку, так чтобы смешение топлива с закисью азота было оптимальным. Пока подключил всю электрику, чтобы проверить факел закиси азота. Еще раз, у нас есть баллон, он идет к соленоиду, есть дополнительный бак с топливом, смешанным с маслом, идет к второму соленоиду, и уже от соленоидов идет на фоггер два шланга высокого давления. Таким образом я врезал
Фогер. Вот. Опытным путем я нашел необходимый угол для того, чтобы он равномерно распределялся по патрубкам. То есть я их подключал сюда закись азота с бензином, включал ее и смотрел, насколько равномерный поток из обоих трубок выходит. Подобрал оптимальный угол и зафиксировал гайкой. И наконец поставил микропереключатель на дроссельную заслонку. Когда будет давать газу, при подходе на полную, он щелкает и замыкает два контакта. Зафиксировал так стяжками, поскольку это все-таки временное. Я не буду ездить все время с закисью азота. Вот. А держится хорошо. На этом наш тюнинг закончен. Мы уже больше 2 месяцев ждем, когда же наконец выпадет снег. Но снег уже не выпадет, поэтому будем проверять закись азота прямо на воде. Я думаю, что это будет в ближайшее время. Вода уже потеплела, лед сошел полностью с водохранилища. Поэтому ждите. Очень-очень скоро этот монстр просто полетит по воде. Вот интересно только, что скажет мама. Ну, мама, это дело-то житейское. Честно говоря, я думал, что будет больше вложений. Может быть, их и было больше, я просто половину забыл, пока монтировал видео. Изначально я не вел учет потраченных средств. Может быть, вообще что-то забыл включить в эту стоимость. Поэтому, если что-то забыл, я в описании под видео это добавлю. В любом случае, я считаю, что это вложение более выгодное, чем если бы я продал снегоход в том состоянии, в котором он был, и добавил эту сумму в покупку нового. Потому что, ну, у кого еще есть снегоход с закисью азота? И да, я заявляю, что мой снегоход самый мощный в России снегоход. И даже если у тебя стоит турбина или что-то еще, мой самый мощный. Если ты с этим не согласен, напиши мне, мы с тобой встретимся и проведем баттл. Мой монстр против твоего снегохода. А если у тебя нет турбины, но ты считаешь, что ты лучший райдер, то ты тоже можешь попытать счастье в битве с этим монстром. Ты заходи, если что.